Всем привет! Приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, как снять в сборе вещевой ящик BMW X5 E53 кузов. В предыдущем видео мы меняли лампу подсветки перчаточного ящика. Ссылочку на это видео оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Также в описании оставлю ссылку на видео о замене ламп и пересветке салона BMW X5 E53 кузов. Приступим к снятию правой нижней облицовочной панели приборов. Для того, чтобы снять нижнюю облицовочную панель приборов, нам нужно вывернуть болт в этом месте от торпеды. Для этого нам понадобится отвертка. Откручиваем болт. Далее нам нужно снять два пластиковых фиксатора нашей пластиковой панели. Находится один фиксатор здесь. Проворачиваем его против часовой стрелки и снимаем. Второй фиксатор находится у нас справа. Проворачиваем его против часовой стрелки и снимаем. Так выглядит наш фиксатор. Откладываем его в сторону. Далее нам необходимо отслонить нашу пластиковую панель. Выводим ее на себя. Откладываем. Далее можно снять разъем подсветки. И снимаем нашу пластиковую панель. Пластиковая панель фиксируется на направляющих. Ее необходимо потянуть на себя и вывести вот с этих белых направляющих, которые у нас находятся в нижней части торпеды. Так выглядит нижняя пластиковая панель, задняя ее часть и наружная часть. Далее нам нужно снять фиксатор направляющий перчаточного ящика. Для того, чтобы снять фиксатор направляющий перчаточного ящика, нам понадобится отвертка. Нам нужно поддеть фиксатор и выдвинуть его в сторону. Теперь можно снимать фиксатор направляющий перчаточного ящика. Далее можно полностью раскрыть крышку перчаточного ящика. Выводим пластиковый упор с правой стороны и раскрываем наш перчаточный ящик. Теперь у нас появляется хороший доступ к крепежным винтам. Один винт находится у нас в нижней части перчаточного ящика, вот здесь. И второй винт находится с правой части перчаточного ящика, вот здесь. Сейчас мы будем их откручивать. Откручиваем крепежный винт в нижней части перчаточного ящика с левой стороны. И откручиваем крепежный винт в нижней части перчаточного ящика с правой стороны. Второй винт перчаточного ящика, который крепит его с нижней части. Далее нам нужно вывернуть 4 винта в верхней части перчаточного ящика. Откручиваем. Один винт. Второй. Третий. И четвертый винт. Также нам понадобится снять плафон подсветки вещевого ящика и отстегнуть разъем. Плафон можно убрать. И снимаем вещевой ящик в сборе. Отводим в сторону вещевой ящик. В задней части вещевого ящика есть 3 направляющих. Они фиксируются вот в этом месте. При установке вещевого ящика необходимо попасть этими 3 направляющими вот на эту тягу. Для полного снятия вещевого ящика нам понадобится снять провод подсветки вещевого ящика. Отстегиваем его с посадочных мест.
И снимаем разъем вспомогательного освещения, который находится у нас в бардачке, в нашем вещевом ящике. Теперь вещевой ящик можно снять. Так выглядит пространство сразу за вещевым ящиком. Ссылку на видео о предохранителях BMW X5 E53 кузов оставлю вверху, вот здесь, во всплывающем окне, и под видео в описании. В этом видео будет вся информация о расположении всех предохранителей BMW X5 E53 и о местах расположения реле. Ссылку на видео о замене блока комфорта GM3 оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Также под этим видео оставлю ссылку на замену блока AHL, блок адаптива. И приступим к установке перчаточного ящика. Заводим перчаточный ящик в посадочное место. Перед тем, как защелкнуть наши направляющие, нам нужно установить разъем дополнительного освещения на место вспомогательного фонаря. Далее нам нужно проложить проводку подсветки перчаточного ящика. Защелкиваем проводку в направляющих пластиковых. Так, и выводим наш разъем вовнутрь перчаточного ящика. Устанавливаем перчаточный ящик направляющими в посадочные места на тяге металлической. Открываем перчаточный ящик. Проверяем посадочные места. Далее прикручиваем верхние крепежные болты перчаточного ящика. Всего 4 штуки. Один. Второй. Третий. И четвертый. Крепежный винт. Поджимаем. Отлично. Далее нам нужно полностью откинуть крышку перчаточного ящика для доступа к нижним крепежным болтам. Подключаем плафон подсветки перчаточного ящика. И устанавливаем его в посадочное место. Далее закручиваем крепежный винт с левой стороны перчаточного ящика, нижней его части. Поджимаем. И закручиваем крепежный болт в правой части перчаточного ящика. Поджимаем его. Достаточно. Далее заводим правый упор перчаточного ящика в посадочное место. Подводим упор перчаточного ящика. И защелкиваем фиксатор упора перчаточного ящика. Готово. Можно закрывать перчаточный ящик. Далее устанавливаем нижний пластик, который находится под перчаточным ящиком. Первым делом подключаем разъем подсветки. Готово. Заводим пластик. Попадаем в направляющие. Далее устанавливаем пластиковые фиксаторы. Один фиксатор находится у нас с правой стороны. Защелкиваем. Второй фиксатор находится у нас с левой стороны, вот в этом месте. Защелкиваем по часовой стрелке. И закручиваем последний крепежный винт
нижнего пластика. И поджимаем. Подписывайтесь на канал, переходите на другие мои видео в описании под этим видео. До встречи на канале.